Приветствую вас на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такой красивый, воздушный, роскошный узор спицами. Узор этот очень объемный. Вот так он выглядит на махеровой пряже, на пушистой. И этот узор я связала также в гладкой пряже, блестящий. Тоже этот узор смотрится в гладкой пряже очень красиво. Изнаночная сторона у этого узора тоже аккуратная. И если этот узор использовать, к примеру, при вязании палантинов, то изнаночная сторона будет выглядеть также достойно. В этом образце голубом я связала два варианта вывязывания вот этих вот шишечек. Возможно, это листики, бутончики, как вам больше нравится. Вот этот верхний вариант — это один способ вывязывания. Вот этот нижний вариант, такой, я бы сказала, наверное, даже узор свечка, вывязан немножко по-другому. Покажу оба варианта вывязывания этого узора в этом видео. И здесь у меня также вывязаны снизу длинная ножка, к примеру, у цветочка. Здесь более короткая, вот она. То есть здесь просто провязано меньшее количество рядов между вот этими шишечками. Здесь провязано на 2 ряда больше. Покажу, как это сделать. Давайте начнем вязать. Раппорт узора составляет 6 петель, плюс 5 петель для симметрии и плюс 2 кромочные. То есть, к примеру, вам необходимо набрать такое количество петель, которое делится на 6, например, 36, плюс 5 петель, получается 41, и плюс 2 кромочные петли, то есть 43. Это я вам сказала к примеру. Я наберу всего 6 петель на раппорт узора, плюс 5 петель симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 13 петель, чтобы видео у нас не было слишком длинным. Набираете петли обычным, привычным для вас способом. Для начала я провязала 3 подготовительных ряда. Можно провязать больше, можно не вязать подготовительные ряды на ваше усмотрение, но покажу, как я начинала вот эту такую как бы резиночку. Итак, начинаем вязать. Первую кромочную я всегда провязываю лицевой, затягиваем и начинаю вязать 3 подготовительных ряда. Первые 2 петли мы вяжем лицевой, 1, 2, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1, 2, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 и 2 и кромочная изнаночная. Кромочная либо лицевой вы провязываете, либо изнаночной, как привыкли. Второй ряд мы вяжем по узору, кромочную снимаем, 2 изнаночные, 1 лицевая. 2 изнаночные, то есть мы вяжем просто по узору, 1 лицевая, и так до конца ряда. Лицевая, 2 изнаночные и кромочная изнаночной. Второй ряд готов. И третий подготовительный ряд также мы вяжем по узору, 2 лицевые, 1 изнаночная до конца ряда. Начинаем вывязывать основной узор. Кромочную мы снимаем, 2 изнаночные и вывязываем основной элемент этого узора. Я покажу сейчас первый вариант, далее покажу второй. Вставляем правую спицу в лицевую петлю, просто вот так вот за заднюю стенку, набрасываем рабочую нить, накид, придерживаем накид, снова вставляем правую спицу в эту же петлю, петля, накид и снова в эту же петлю правую спицу, петля. Итого у нас должно получиться 5 петель, которые мы вывязали сейчас. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее 2 изнаночные, далее лицевая просто, 2 изнаночные и снова вывязываем наш элемент.
Вставляем правую спицу за заднюю стенку лицевой петли, петля, накид. Сюда же вставляем спицу правую, петля, накид и снова сюда же петля. Итого у нас получается 5 петель. Снова 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Готово. Разворачиваем вязание и далее вяжем все по узору. Кромочную сняли, 2 лицевые. Далее вот эти 5 вывязанных петель мы провязываем изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночную я провязываю за переднюю стенку. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, то есть мы вывязали наш элемент, 2 лицевые и кромочная изнаночной. Узор запоминается достаточно быстро. Следующий ряд. Кромочную снимаем, 2 изнаночные. Далее мы вяжем также все по узору, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и снова 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Так, разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем все так же по узору. 2 лицевые, изнаночная, изнаночная, 5 изнаночных. Вот они 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые и 5 изнаночных. То есть 5 изнаночных это наш элемент. Шишечка, бутончик, листик, как вам больше нравится. И кромочная, изнаночная. То есть здесь мы эти ряды вяжем по узору. И сейчас довязываем наш элемент. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, 5 лицевых. Сейчас нам нужно провязать 1 лицевой. Вставляем правую спицу за задние стенки 5 лицевых петель. Вот в 5 петель. В 5 петель за задние стенки я вставила спицу и провязываем их 5 петель 1 лицевой. Скинули, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и снова довязываем наш элемент. В 5 петель за заднюю стенку вставили правую спицу, в 5 петель за заднюю стенку провязываем из 5 1 лицевую, далее 2 изнаночные и кромочная. И сейчас мы вяжем последний ряд раппорта. 2 лицевые. Декоративный элемент у нас получился из 5 1 изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная вместо 5, 2 лицевые и кромочная. Готово. И сейчас мы вывязываем вот эту центральную такую же шишечку, листик. Я вам покажу, как вывязывать ее другим способом. Кромочную сняли, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и вяжем декоративный элемент. Вот эту лицевую петлю я разворачиваю правой стенкой на себя
И за левую стенку, которая сейчас у меня получилась вот сзади, я вывязываю 5 лицевых петель. Лицевая, накид, лицевая 3, накид 4 и сюда же. То есть тот же самый элемент, только мы вывязываем его из скрещенной петли. Вот так. 2 изнаночные, лицевая и 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Вот так вот. Видите, вот эти нижние два элемента, они просто вывязаны из лицевой петли. Вот этот элемент из скрещенной петли. То есть вы вяжете тем вариантом, который вам нравится больше. 2 лицевые, изнаночная, то есть мы вяжем сейчас по узору. 2 лицевые, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 лицевые петли плюс накида мы вывязываем все изнаночными. Далее также по узору лицевые 2, изнаночная, лицевые, изнаночная. Узор, повторюсь, несложно, запоминается он очень быстро. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 5 лицевых, это наш элемент. Далее 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем, 2 лицевые, то есть сейчас мы вяжем по узору, 5 изнаночных, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. Вот так. И сейчас в этом ряду лицевом мы будем закрывать наш элемент. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И в 5 лицевых петель я вставила спицу за задние стенки лицевой петли и провязываем также из 5 одну лицевую. Готово. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И вот сейчас мы вяжем последний ряд нашего раппорта. Кромочная, 2 лицевых, то есть мы вяжем сейчас все по узору. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Все, вот так вяжется этот красивейший узор. Очень просто, быстро. Я вам показала два способа вывязывания вот этих вот элементов, шишечек, листиков. Верхний элемент у нас связан из скрещенной петли, нижние элементы у нас связаны из обычной лицевой петли. Если вы хотите, чтобы ножки вот этих вот листиков были более длинные, не такие коротенькие, то сейчас вы вяжете по узору еще 2 ряда. То есть здесь ничего придумывать не нужно. Также кромочную снимаем, 2 изнаночных, лицевые 2 изнаночных, лицевая 2 изнаночных, лицевая 2 изнаночных. И, соответственно, по узору вы также вяжете с изнаночной стороны. То есть как бы вы увеличиваете вот длину вот этих вот стебельков, ножек. Здесь у меня эти ножки коротенькие, здесь более длинные. То есть какой узор вам нравится больше, вы, конечно, выбираете сами. Вот так выглядит этот красивый образец. Покажу поближе, как вывязаны вот эти элементы. Вот это первый вариант, который я вам показала. Вот он. Из одной лицевой вывязан вот этот декоративный элемент. Здесь же у нас из скрещенной петли, видите? Из скрещенной вывязан также вот этот декоративный элемент.
Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки на мои видео, подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выпуск моих новых видео. Пока-пока, до встречи!